Я построила модель грузовика «Краз» из содержимого вот этой коробочки. Привет, меня зовут Даша, и на этом канале я часто собираю модели советских автомобилей. «Краз» — это грузовик из Украинской Советской Социалистической Республики. Пошли строить этот автомобиль. Начала я сборку грузовика с детали рамы, что логично. Цвет литников мне не очень понравился. На таком ослепительном белом не видно ни дефектов литья, так и ажурности деталей. Тут АВД уходит постоянно в крайности. То пластик черный, то белый. Но сам по себе пластик здесь очень хрупкий, и за это дизлайк. Для больших деталей типа элементов кабины или рамы это не страшно, а вот мелочи, их очень легко обломить при отделении деталей от литников. Так у меня произошло с кронштейнами зеркал заднего вида. И это увеличивает трудоемкость сборки модели. Модель собирается буквально за 2 вечера, и в целом сборка принесла мне удовольствие, а детали соединяются обычным модельным клеем. Модели в 72 масштабе я очень люблю. Вообще 72 масштаб – это один из самых моих любимых. Именно в слепом масштабе можно собрать очень большую коллекцию и довольно компактную. И да, придется пожертвовать некоторой копийностью некоторых деталей, и при этом 72 масштаб позволяет вам разгуляться в диаромостроении. А модели советских грузовиков в микромасштабе – нечастые гости на рабочих столах моделистов. Очень давно фирма ICM выпустила линейку грузовичков ЗИЛ-131 и Уралов. Но по сегодняшним меркам эти модели выглядят уже не очень пристойно. Но начинающих моделистов они привлекают своей небольшой стоимостью. Конечно, при желании эти украинские поделки можно довести до ума, но не всякому новичку это под силу. У них довольно грубое литье, и выглядят некоторые детали немасштабно. Также моделисты могли довольствоваться моделями из смолы от разных производителей. Но качество в таких моделях нестабильное, и работа со смолой требует некоторых навыков, потому что смола – это очень хрупкий материал и требует очень аккуратного с ним обращения. Но несколько лет назад АВД уже пробовали занимать нишу 72 масштаба большой линейкой автомобилей на базе ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131. И модели были очень даже неплохие. Конечно, к ним были претензии, но на фоне отсутствия предложений эти модели выглядели вполне адекватно за свои деньги. И вот, наконец, в 2022 году костромские товарищи снова попробовали себя в 72 масштабе и выпустили сразу 2 модели грузовичка КРАЗ-255 в варианте с тентом и без. Я решила начать с бортовой версии этого грузовичка. А купить такую модель КРАЗа по самой выгодной цене можно в магазине «Модельная лавка». Сейчас в магазине действуют новогодние скидки, а для первого заказа используйте вот этот промокод, и вы получите скидку в 500 рублей. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. А теперь настал черед окраски. Я буду использовать краски из набора фирмы Gemscale. Набор называется «Советская бронетехника». Вначале я в черный цвет окрашу раму, и окрашиваю я ее сразу без грунта. Да, краски Gemscale отлично ложатся и держатся без грунта, хотя поначалу было действительно немного страшно так красить. Раму я просто окрашиваю в черный цвет без каких-либо изысков, а дальше я нарисую предварительные тени на кузов. Этот прием одновременно защитит меня от неокрашенных участков, создаст тени и заодно послужит грунтовкой. Эту операцию я проделываю с кузовом и с кабиной КРАЗа. А на кабине я особое внимание уделю радиаторной решетке и салону. А у меня в коллекции есть уже несколько моделей грузовичков родом из Украинской ССР. Несколько лет назад я уже собирала похожий грузовичок в 35 масштабе. Это ЯАЗ-214, предшественник КРАЗа. И от него он внешне отличается только логотипом-шилдиком. Здесь изображен медведь, а на КРАЗе просто красный флажок. У ярославского грузовика это Мишка, символ Ярославля. Ну а спустя пару лет у меня появился вот такой вот танковоз во главе тоже с КРАЗом 6446. И он в 35 масштабе. Вы просто посмотрите, какая это огромная сцепка. А сейчас этот танковоз у меня везет танк Т-62 от «Звезды». Ну а несколько лет назад у АВД тоже выходила линейка КРАЗов из Кременчука. Но я упустила момент выхода этих новинок, и теперь эти КРАЗы приняли статус раритетных. Так что, еще раз повторяю, если вам что-то нравится от АВД, берите их сразу. Интересные прототипы быстро заканчиваются. И надеюсь, костромичи их тоже как-нибудь выпустят, как они это сделали с «Зилами» в этом году. А теперь настало время окраски грузовика в основной цвет, и я использую защитный цвет из набора красок от Gemscale. И мне понравился оттенок, он прям как настоящий армейский зеленый цвет. Также я окрашу кузов, и тут все просто. Я задуваю в базовый цвет эту деталь так, чтобы не осталось непрокрашенных участков. А потом в базу я добавлю немножко охры. И таким чуть более светлым оттенком я пройдусь по выступающим и верхним частям грузового автомобиля.
Забавно, что в отличие от многих других моделей от ТВД, на коробочке тут гордо красуется надпись «КРАС». У костромских товарищей были недавно нешуточные прения с группой ГАЗ, которая владеет торговыми марками как ПАС, ЛиАЗ и, соответственно, ГАЗ. А Олег Дерибаск – это российский олигарх, который владеет этой группой ГАЗ. Он направил судебный иск в адрес Автотемы. Автотема – это юридическое лицо, которое владеет торговыми марками АВД, Моди Мио, ну и прочими брендами костромских товарищей. И надеюсь, что у Автотемы получилось отбиться от иска олигарха. А в случае с КРАСом АВД, видимо, не стали заморачиваться, ведь марка КРАС наверняка тоже принадлежит какому-нибудь олигарху, но только с Украины. А судебные иски между нашими странами сейчас, наверное, будет подавать проблематично. А вы как считаете, вообще имеют ли олигархи право иметь у себя в собственности советский бренд? А далее я задула модель глянцевым лаком, и не для того, чтобы КРАС выглядел как спорткар, а для облегчения нанесения смывки. Смывка, иногда ее называют проливкой, это жидкая масляная краска темных цветов. И благодаря тому, что ее основа это масло, она никак не взаимодействует с базовой акриловой краской. Так как она жидкая, то она отлично проливается в углубление модели и выделяет рельеф. А излишки я убираю кисточкой, смоченной в White Spirit. А еще я вам очень рекомендую подписаться на мой канал здесь и на мои другие социальные сети. Например, на Zen-канал. Там я каждый день выкладываю статьи и видео о моделизме и технике. Рутюб – это моя запасная площадка на случай, если YouTube решит со мной не дружить. И в ВК, где вы можете поделиться своей работой в сообществе и узнать все новости о моих стройках. А при помощи подписки на телеграм-канал вы не пропустите ни один мой новый контент. А, кстати, грузовички КРАС есть и в моей любимой игре SnowRunner. Только там они из-за лицензионных заморочек называются Тайга. И, как по мне, это один из самых классных грузовичков в этой игре. Они не быстро ездят, но зато обладают классной проходимостью. А запаса бака им хватает на довольно длительные поездки. Я думаю, в жизни также. Немного поработаю ручками. Мне надо окрасить в алюминиевый цвет глушитель. И тут я использую краски от Jim Scale. А в дерматиновый цвет я окрашу сиденье грузовика. Поработаю над световыми приборами КРАСа. И обратите внимание, что светотехника у него смонтирована в корпуса, которые расположены в крыльях. Это главное отличие модификации B от более ранних вариантов этой модели. А окрашу я светотехнику так. Вначале я в черный цвет окрашу корпуса фар, а потом цветом хром я окрашу светоотражатели. А после окраски фар мне остается покрасить повторители сигналов поворота и дверные ручки. И, конечно же, я окрашу красное знамя на капоте грузовика из Украинской ССР. А знаете, какие краски идеально подойдут для рисования красного знамени? Конечно же, украинские краски от ICM. И последнее задание для ручной работы – это окраска кронштейнов для огнетушителя. И я его заранее покрасила в красный цвет. Теперь надо состарить грузовичок. Я не знаю, как у вас, а у меня при слове «крас» возникает образ такого старого, но мощного гиганта. Хоть и гигант у меня в 72-м масштабе, но воспроизвести брутальную старость на нем вполне возможно. И сделаю я это при помощи метода масляных точек. Я наношу на модель несколько хаотично разбросанных точек масляной краски и даю им пару минут подсохнуть, и растушевываю их при помощи кисточки, смоченной в White Spirit. И обратите внимание, как преображается грузовичок прямо на глазах. И остался последний художественный прием – это сухая кисть. При помощи него можно легко выделить рельеф на модели, особенно если эта модель в таком мелком 72-м масштабе. Я беру масляную краску и мешаю цвет чуть более светлее базового оттенка. Макаю в эту смесь широкую кисть и вытираю почти насухо. И кисточкой в таком состоянии я прохожусь по всей модели. И сразу все мелкие болтики становятся видны. И я предпочитаю делать этот прием именно масляной краской, а не акриловой, так как излишки тоже можно легко убрать. Обратите внимание, что я уже нанесла на модель номера, но в самом наборе номеров не было и, видимо, не предусматривалось. Поэтому я заглянула в свои запасы и нашла там модель от АВД, тоже в 72-м масштабе. Это был Зилок. И в наборе как раз были такие советские номера нужного мне формата. И не волнуйтесь, для Зилка там номера тоже остались. Этот грузовичок должен занять свое место на полке, а поскольку он у меня получился довольно компактным, то я размещу его в таком боксе. И вот такой грузовичок у меня получился. И несмотря на свой маленький масштаб, КРАС получился очень даже детализированным и довольно харизматичным. И вполне отражает всю сущность прототипа. Увидимся на следующей неделе. До новых встреч. Пока-пока.